Привет всем! Сегодня у нас рассказ про квартиру в Вене, сколько стоит владение и обслуживание вот этим удовольствием. В рассказе мне будет помогать котик Вилли, который приложит усилия к тому, чтобы вы не очень скучали. Итак, квартира в Вене. Я расскажу на примере нашей собственной квартиры, на примере некоторых конкретных документов, которые покажу вам, что это в цифрах и фактах. Итак, приобретая квартиру в Австрии, вот в Вене, ты обязательно должен заключить договор с управляющей компанией. То есть не сделать этого ты не можешь, иначе ты не сможешь приобрести квартиру. И когда ты подпишешь этот договор, потом ты ежегодно будешь получать такие отчеты от управляющей компании. Итак, мы смотрим с вами первый документ. Это отчет о расходах на эксплуатацию. Вот это цифры. Там вода, управление, это вывоз мусора, освещение там, подъезда, двора и так далее, и так далее. И управление, там, зарплата управляющих. Это затраты в целом на дом. И отдельной цифрой идет лифт. Вот затраты на лифт. Итого мы видим там с вами 48 тысяч всего на дом за год и 3169. Это наша часть. Наша часть как определяется? То есть весь дом это 100. А у нас в этом доме 6,5 и так далее, и так далее. Это площадь нашей квартиры в процентах к площади всего дома. Такая система есть в Австрии, в Чехии, я знаю. Даже при покупке ты покупаешь не квартиру, вот дом такой-то, квартира такая-то. Нет, ты покупаешь дом такой-то, вот столько-то долей в этом доме. Это записано в договоре, в документе на собственность, что у тебя столько-то долей. А доли, потом идет пояснение, что эти доли представляют собой квартиру там на таком-то этаже, площадью столько-то метров. То есть каждый собственник имеет пропорционально площади своей квартиры долю в доме. Все эти доли в месяц составляют 100%. А в случае с лифтом немножко не так. Первый этаж за лифт не платит. Соответственно, там другое распределение. Такие цифры. 48 тысяч, 3 тысячи, плюс лифт. А потом я вам скажу по поводу того, насколько это много или немного, как эту цифру нужно оценивать. Следующая страница отчета. Это у нас есть ремонтный фонд. Вот ты отчисляешь в этот ремонтный фонд. Это один из пунктов, который был в отчете. И из этого фонда идет оплата различных работ. И вот здесь там перечисляются какие-то работы. Где-то там подкрасить, где-то электрику починить. В общем, то, что происходило, какая фирма исполняла, какую сумму ей заплатили. То есть ты можешь посмотреть, во-первых, весь список, сравнить со своими ощущениями, делалось это или не делалось. И при желании ты можешь потребовать документы, чтобы тебе конкретную фактуру, конкретную смету, что там делалось. То есть это они предоставляют тоже каждым годовым отчетом. Вот третий лист отчета – это наиболее важный для тебя лично. Здесь показаны расчеты по конкретно твоей квартире. И это расчет месячной платы, которую предстоящий год ты будешь вносить. Значит, вот затраты на обслуживание, там 274 евро, лифт, ремонтный фонд, отопление и горячая вода. Значит, отопление, поставщиками отопления и горячей воды является как раз управляющая компания. Мы имеем не какую-то автономную систему, у нас центральное отопление, за которое отвечает как раз управляющая компания, и мы ей платим по счетчикам. То есть у нас есть счетчики, естественно, и горячей воды, и отопления. По этим счетчикам мы платим. Итого получается 471 евро плюс НДС, всего 521 евро в месяц. Мы должны платить за эту квартиру. Но тут нет тока.
нет тока, нет кабельного телевидения, ну, какие-то такие другие моменты, я их не трогаю. Это еще там набегает порядка 150 евро. Но из этих 521, 120 составляет отопление и горячая вода с НДС. Мы это то, что мы потребили реально. И вот около 400 евро это то, что мы платим именно таксу обслуживания. Именно за общие расходы дома. 400 евро в месяц, соответственно, за год, ну, вот можно посчитать, сколько это выходит. Около 5000 евро. Много это или мало? Ну, я вот сравниваю с Болгарией. В Болгарии там на порядок все это ниже было, конечно, гораздо, но у нас и подъезд был как бы холодный, в подъезде отопления не было. Ну, и фасад был какой-то обшарпанный, ну и так далее, так далее. Здесь расходы другие, но и качество тоже другое. Если смотреть как абсолютную цифру, да, это много. Но квартира у нас уже 9 лет. За эти 9 лет рост цены, конкретно вот в этом районе, конкретно этой квартиры, составил примерно 7% годовых. То есть у нас просто вот цены, которые были в 2010 году, когда мы покупали эту квартиру, и цены сейчас, вот они отличаются на примерно вот в 1,6 раза квартира стала дороже. На 60% дороже стала. С лишним. То есть вот эти расходы на обслуживание 5000 в год, они в несколько раз ниже дохода условного, получаемого от роста стоимости жилья, квартиры. Если бы не было этих расходов, если бы дом был обшарпанный, если бы там все, ну, разруха была, такого роста цены тоже бы не было. Такой дом был бы не привлекателен. То есть в целом, с точки зрения бизнесмена, это хорошая инвестиция, хорошее вложение. Ты живешь там, получаешь удовольствие, удовлетворяешь какие-то свои жизненные потребности, и при этом не в убыток, а цена растет. Ну, в целом в Австрии, в Вене тенденция такая роста цены, она постоянная. То есть бывают периоды стагнации, когда цена не растет. Но падения цен практически не бывает. Дай Боже, так и дальше будет. Итак, смотрим дальше. Дальше мы говорим про то, как организовано управление. То есть эта вот управляющая компания, она не делает то, что хочет. Ну, что хочу, то и ворочу, это не австрийский случай. Для каких-то работ, для расходования каких-то крупных сумм из того же ремонтного фонда, они должны получить согласие собрания жильцов. В данном случае мы видим документ. Нам предлагают, вот, что нужно там покрасить коридор, там лестницу, надо фасад немножко подкрасить, подправить возле входной двери. На это планируется истратить 20 700 евро. Ну, там исполнитель нарисован. И нас спрашивают. То есть все собственники получили вот такой документ. Мы должны поставить там да или нет, подписать и отправить удобным нам способом, там по почте, по факсу, по мейлу, отправить этот документ обратно в управляющую компанию. Соответственно, мы ничего не стали отвечать. Ну, у нас мнение было такое, разделились мнения. С одной стороны, можно было, конечно, освежить. С другой стороны, там состояние еще очень-очень неплохое. То есть там капитальный ремонт дома был как раз в 2010 году. И пока каких-то там таких вот, чтобы что-то обшарпано было или там еще нет. То есть без такого ремонта это еще 5-6 лет вполне, мне кажется, протянет. Мы не стали ничего отправлять. Ну, посмотрим результат. Вот это мы получаем через некоторое время. Там была дата, вот до такого-то числа собираются данные. И на следующий день данные были посчитаны, и мы извещены, что решение не принято. Ну, воздержались 675 долей, ну, мы в том числе. За высказались 922 доли, против 1128. Ну, с небольшим преимуществом вот это предложение было отвергнуто. То есть вот большинство жильцов тоже подумало, что, наверное, пока не стоит тратить деньги на это.
Но решения периодически принимаются. Вот это я нашел от 2017 года. Здесь речь шла о замене домофона, кажется. Там был старый, совсем уже убитый. Его поменяли на новый. Он работает хорошо, мне нравится. И вот это решение о замене домофона, соответственно, о том, что надо потратить деньги на это дело, было принято таким хорошим большинством, то есть 1874, причем против никого не было, а были воздержавшиеся или за. То есть фактически Дом единогласно сказал, что да, мы согласны на эти затраты, потому что нам нужен новый домофон. Ну вот каким-то таким образом это делается. А потом, как работает обслуживающая компания? Ну, дом чистый. Вот в подъезде у нас всегда чисто, все почтовые ящики там нормальные. Во дворе велосипеды, там стоянка велосипедов, мусор вывозится, централизованно это делается. Мы, там сказать, каждый день приезжает машина, увозит. Все это делается. Освещение везде, лампочки горят. Ну, то есть вот дом в таком отличном состоянии. У нас проблема за вот эти 9 лет была один раз. В прошлом году у нас случилось перекрытие что-то там с трубой и залило. У нас 2 стены стали мокрые и вырубило свет, потому что там что-то замкнуло, видимо. Это мы обнаружили вечером, позвонили. Значит, нам вечером же прислали электриков и сантехников. Сантехники перекрыли воду, чтобы завтра уже начать ремонтировать по этому стояку. А электрики прокинули нам, ну, выключили все, обесточили, и нам прокинули с лестницы такую временную, ну, чтобы зарядить телефон, чтобы, ну, минимально чайник вскипятить. Ну, то есть у нас на ночь розетка с током была. Значит, на следующий день пришли уже рабочие, которые починили вот эту трубу, там поменяли все, что надо, сделали. И пришла фирма, которая начала сушить стены. То есть поставили такие огромные вентиляторы с подогревом. На них был, интересно, на каждом таком вентиляторе был счетчик. То есть мы записали показания в начале, показания в конце. Потому что за ток, а это неделя, крутят вентилятор, фактически нон-стоп крутят вентилятор неделю с подогревом. Ну, это большие расходы тока. Но все эти затраты несет управляющая компания по страховке. То есть вот та страховка, которая входит в обслуживание, она покрывает все вот такие моменты. То есть если вот мы, вот эта квартира у нас есть, нам уже страховать отдельно каких-то вот от таких каких-то случаев, страховать квартиру, смысла нет, нет необходимости. Потому что мы уже имеем страховку в управляющей компании. Соответственно, вот эти вентиляторы все высушили, а потом пришли маляры, штукатуры, там все это сделали, покрасили, подобрали краску, приделали все на место. Ну, вот у нас это отняло примерно около 3 недель всего. Вот через 3 недели после аварии, ну, в основном время ушло на просушку. Просушка долго. Вот через 3 недели примерно у нас все было в исходном состоянии, и нам это ничего не стоило. Ну, как бы вот один раз что-то произошло, и управляющая компания в данном случае, ну, проявила себя, в общем-то, совсем нормально. То есть владение квартирой, недвижимостью в Австрии, в Вене, это достаточно дорогое удовольствие, но ты за свои деньги получаешь, во-первых, ну, достаточно качественные услуги. То есть у тебя всегда там горячая вода, там все эти отопление, это вообще без вопросов. Вот просто у тебя все работает. А во-вторых, за счет того, что поддерживается в хорошем состоянии дом, цена твоей квартиры, в общем-то, не падает. И так как тенденция общая есть к росту, она тоже растет. И вот этот рост цены, процент роста цены, он превышает вот эти затраты на обслуживание. То есть ты как бы оказываешься в итоге не в убытке. На этом все. Я надеюсь, котик Вилли помог вам не сильно скучать. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления. Не забывайте ставить лайки. И успехов вам!